Moikka kaikille! Tänään ollaan Kotkassa. Minun nimeni on Tatjana Pauko. Olen venäjänkielinen vastuuvalmentaja Vegarts Oy:llä. Tällä hetkellä me tarjoamme työhön valmennus äidinkielellä Kotkassa ja Haminassa. Ja tänään minä haluan kertoa yhden tarinan tai yhden asiakkaan keisin, semmoinen onnistumistarina, mikä koski mun sydäntä tosi syvästi. Maria on ollut mun ensimmäinen asiakas, kuka tuli Ukrainasta sodan takia. Hän puhuu venäjää ja pääsi TE-toimiston kautta meille valmennukseen. Minua tosi yllätti Marian motivaatio, hänen asenne. Hän halusi päästä mahdollisimman nopeasti töihin, vaikka et osannut suomea melkein yhtä, puhui jonkun verran englantia. Erilaisten asiakkaiden kanssa me tehdään erilaisia työprosesseja niin sanotusti. Toiselle me vain tehdään ansioluettelot, toisten kanssa me harjoitellaan työhaastatteluja, kerrotaan työkulttuurista Suomessa, toisia joudumme motivoimaan päästä työhön. Mutta Maria oli valmis lähtemään ihan minne vaan. Haitin erilaisia työpaikkoja, mutta loppujen lopuksi päätyimme siihen, että paras tapa hänelle työllistyä itse. Meidän avulla ja oman asenteen avulla Marialla on tällä hetkellä oma yritys Kotkassa ja hän tarjoaa hierontapalvelu Aitakorvessa. Eli kohta pääsemme katsomaan, minkälainen Maria on, minkä paikka se on. Ja toivottavasti tämä tarina motivoi muitakin työllistymään itseä tai päästä työhön. Työ on paras tapa integroitua Suomessa. Рада тебя видеть. Здравствуйте! Сегодня мы берем интервью у Марии Холовецка. Она, как я упоминала ранее, приехала из Украины 1,5 года назад и была моим первым украинским клиентом, который говорит по-русски в Котках. Меня очень удивила ее и восхитила ее мотивация. По ней было сразу видно, что человек знает, что хочет. Некоторых клиентов приходится мотивировать, но Мария не из их числа. Ей надо было лишь немного помочь достичь своих целей, своих планов. И сегодня было особенно приятно увидеть, что все ее мечты воплотились, что она пришла к своей цели упорным трудом. Мария, расскажи, пожалуйста, про себя немножко нашим зрителям. Меня зовут Мария, я из Киева. Мы с дочкой уехали через неделю после начала войны из нашего города. И когда мы попали уже в Финляндию, первое время мы жили у знакомого в Лавиисе. И ждали, мы каждый день ждали, чтобы вернуться обратно домой. Но, к сожалению, этого не произошло. И тогда мы обратились в полицию за временной защитой. И нас направили в Котку. Через какое-то время я решила начать искать работу, потому что неизвестно было, когда мы вернемся ли, но хочется, чтобы уже сейчас я и ребенок могли жить нормально. Сначала я думала, что, может быть, я могу найти работу по контракту, потом, общаясь с разными людьми, стало понятно, что это невозможно по моей специальности. Вот. Но так как я очень не хотела менять сферу своей деятельности, я начала искать пути, как мне реализоваться уже здесь, в моей профессии.
у Марии массажный кабинет при спортивном центре. И если вы слышали какие-то странные звуки на фоне, то это занятия в спортивном центре, не удивляйтесь. Когда Мария попала к нам на услугу, на наш курс, мы начали составлять резюме и думать, какую работу она могла бы без образования. У Марии также, если не ошибаюсь, музыкальное образование. Педагогическое, да. Что она была готова и в уборку идти, и думали, что, может быть, в музыкальную сферу. Но в итоге вот все-таки сфокусировались на том, чтобы развивать свое дело. Скажи, Мария, что было самое сложное, когда ты вообще приехала сюда, в Финляндию? Самое сложное было то, что я не знаю финский, и все вокруг сразу становится непонятно. Когда ты не знаешь языка, ты не понимаешь, что происходит вокруг, где тебе искать информацию, это все становится затруднительно, тебе постоянно нужно все переводить, там элементарно там, пойти в магазин и переводить названия продуктов. Это было первое самое сложное. Потом нужно было искать информацию о документах, какие нужны для того, чтобы открыть свою фирму, и вообще, что мне доступно здесь, потому что в начале информации практически никакой не было, и да, Мигри старалась постепенно добавлять больше информации на украинском языке. И также больше информации о самом вот этом статусе временной защиты, потому что это новое было для Евросоюза, и никто вначале не знал, как это должно работать на практике. Ну, как бы были какие-то документы, но никто не знал, как их применить фактически. Что тебе помогало двигаться к своей цели? В первую очередь моя мотивация, то, что я хочу лучшей жизни, несмотря на то, где бы я ни находилась, в любом случае человеку свойственно как бы привести свою жизнь хотя бы в тот вид, в котором она была до того. И это уже само по себе мотивирует двигаться вперед, искать информацию, искать людей, контакты. Когда я начала общаться больше с финнами, они также начали мне подсказывать, там, что я могу там, открыть свое дело, там, снять кабинет, допустим, что это было бы классно. Что у меня хорошая профессия, она здесь очень востребована. В принципе, ну вот благодаря тому, что я слушала окружающих людей, с которыми я сталкивалась, я немножко начала понимать, какую информацию мне надо найти, и уже я это искала. Я помню, когда мы с тобой познакомились, только встретились, ты уже пыталась что-то говорить по-фински. Как у тебя сейчас с финским языком? Сейчас я пытаюсь что-то говорить на финском, продолжаю. Конечно, я говорю намного больше, чем когда только начала учить. Может быть, это где-то около уровня B1. Я не сдавала пока что еще никакие тесты. Я знаю, что вот одна девочка из моей группы, где я учусь, она уже сдала на B1 и учится на B2. С клиентами я стараюсь говорить на финском, я очень много понимаю, мне именно говорить намного тяжелее. Замечательно. Скажи, пожалуйста, как ты попала к нам на курсы? Ты сама попросилась или тебе предложили на бирже труда? Я обратилась на биржу для того, чтобы они мне помогли, как-то направили, как мне начать работать, с чего мне начать, какие должны быть шаги, что зачем. Конечно, меня сначала сориентировали, что в Котке работы нет, и, может быть, я хочу переехать в другой регион.
Вот, но так как я этот вариант не рассматривала, я все-таки продолжала серчить информацию на сайте Детойместо, что там есть. И где-то мне случайно попалось о том, что есть коучинг на русском языке. Вот оно мне буквально мелькнуло, и больше я не могла это найти. И я уже тогда у куратора спросила, есть ли такое. И она сказала, что да, есть. И направила тогда меня к вам. Скажи, пожалуйста, я знаю, что эта помощь была тебе полезна, которую ты от нас получила. А чем конкретно она была? Потому что каждому клиенту мы пытаемся по-разному помочь, у нас нет шаблона. Чем ты видишь была цена нашей помощи? Мне в первую очередь помогла консультация по тому, как открыть банковский счет, налоговую карту, как оформить, где это вообще можно сделать, такую услугу, как Kevyt-yrittäjä. Потому что сама без знания языка, я вряд ли бы справилась. На самом деле так оно и есть. У очень многих клиентов даже открытие налоговой карточки вызывает такую проблему, что люди не идут из-за этого на работу. Мария, какой бы ты совет хотела дать тем, кто приезжает в Финляндию? Украинцам. Украинцам, да, например. В первую очередь, если это люди, которые, как и я, бегут от войны, в первую очередь нужно определиться, хочу ли я остаться на какой-то долгий срок в этой стране. Потому что это сразу снимает напряжение. Если ты уже принял решение, что да, я остаюсь, тебе сразу становится легче, и ты уже дальше ищешь, там, в какую сферу ты хочешь пойти. Там, может быть, ты хочешь пойти учиться сначала, а потом уже работать. Или там, я не знаю, ты уже начинаешь какие-то дальнейшие шаги видеть. Потому что вот в этом подвешенном состоянии, не тут и не там, ты, по сути, и не живешь. Ты только вот как бы ждешь в таком замороженном состоянии, там, заботишься только о том, чтобы покушать, помыться, там, выйти, может быть, подышать воздухом. Хватает ли у тебя клиентов? На данный момент, да, просто для ежедневной жизни, да. Конечно, всегда хочется больше. Это, наверное, естественное стремление. Вот. Но, в принципе, для вот ежедневной жизни, оплаты налогов, оплаты квартиры мне достаточно. Замечательно. Я искренне желаю, чтобы у тебя добавилось клиентов и чтобы Финляндия стала для тебя вторым родным домом, чтобы ты ощущала себя здесь как дома. И пусть все твои мечты исполняются. Такого позитивного человека с таким настроем, с такой мотивацией все должно сложиться. Спасибо. На самом деле я уже чувствую здесь себя как второй дом, благодаря тем людям, которые меня окружают. Это мои клиенты, это мои друзья, которых я здесь уже нашла. Мои финские друзья. Очень много людей были, которые все время... Вот когда есть вот это ощущение, что тебе есть к кому обратиться с вопросом, и там тебе помогут или поддержат, просто обнимут. Это уже как бы ощущение такого дома. Конечно. Я помню, мы когда с Марией работали, я сама уезжала в отпуск, но ощущение то, что Мария останется одна в чужой стране с ребенком, я дала ей свой личный номер телефона и говорила, что если что, пиши, неважно, что я в отпуске, потому что очень тяжело представить действительно, как быть одной в чужой стране, еще и с маленьким ребенком, который на твоей ответственности. Сил всем, кто в похожих ситуациях сейчас находится. Спасибо.